Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 4 февраля, суббота. Как всегда, последнее, важнейшее, как я считаю, событие, на пороге которых мы стоим. Это событие, которое в Соединенных Штатах, в НАТО называют решающим, пожалуй, этапом войны, которую Россия развязала против Украины. В этой связи, я наблюдаю в русскоязычном, украиноязычном информационном пространствах появилось много спекуляций, много неправильной информации. Я подозреваю, что часть ее вбрасывается из Москвы, смысл которой посеять сомнения в умах украинцев, может быть, поспособствовать деморализации населения, вооруженных сил Украины. Поэтому, да, сейчас все, кого не спроси, у каждого есть мнение. На Ютубе масса экспертов, все делятся своими соображениями. В этой связи я хотел бы с вами поделиться соображениями умнейших людей, к которым следует прислушиваться. Я сейчас их назову, и вы поймете почему. Это директор ЦРУ Бернс. Я думаю, по понятным причинам, почему к нему надо прислушиваться. А другой – это Роберт Гейтс. Это вообще уникальная фигура. Я о нем рассказывал. Когда мы до него дойдем, я повторю еще. Это глыба, который стоит над республиканской, демократической партией. Он выше всего этого. Он выше конъюнктурных интересов. Это мыслитель. Вот он написал Кондолиза Райс некоторое время назад письмо открытое. По-моему, на Вашингтон-Пост было опубликовано. Я рассказывал вам о этом документе. Вот до этого письма так вопрос о том, что основные боевые танки в Украину будут поставлены. Он так висел в воздухе и без особых надежд на то, что в скором будущем это случится. Вот они опубликовали это письмо, высказали свое мнение, и в настоящее время танки уже движутся в сторону Украины. Кстати, все уже знают, все откомментировали, прослушали о последнем пакете американской помощи. Да, это не просто американская, это помощь, которая фактически из 50 стран мира поступает и будет поступать в Украину накануне вот этих важных событий. Так вот, мне рассказывают люди, которые причастны к этому делу, что сейчас по всему миру страны, у которых есть что поставить Украине, локтями и плечами толкают друг друга, пытаясь оказаться в числе тех, которые поставят что-то. Почему? Очень просто, потому что они передают, вернее не передают, американцы им оплачивают это оружие. То есть они его продают американцам, потом оно поступает в Украину, а потом эти же страны получат от американцев совершенно новенькое оружие взамен того, которое они поставят. Поэтому желающее колоссальное количество, в отличие от России, у которой, фактически сейчас никого и не осталось. Северная Корея особой помощи не оказала. Китай воздерживается. Ну, а что произошло в Иране? Это бавовна, как ее называют в Украине. Она уже известна. Ну, так вот, перейдем. Да, кстати, вот комментируя этот последний пакет поставок, который был анонсирован вчера в Вашингтоне, один из стафферов, то есть сотрудников Конгресса Соединенных Штатов Америки, который внимательно следит за событиями в России и в Украине, он заявил, что он на 99,7% уверен, что в ближайший месяц-два в Украину прибудут также атакамс, долгожданные атакамс. Кстати, в этом пакете, который был анонсирован вчера, было сказано о поставках ракет, которые называются GLSDB, то есть это ракеты, оснащенные боеголовками малого диаметра, которые способны летать на расстоянии до 150 километров. То есть это в 2 раза больше, чем те ракеты-снаряды, которые имеются на вооружении ВСУ в настоящее время. В этой связи
Bloomberg опубликовал статью, в которой сказано было, что эти ракеты могут поступить только через 9 месяцев. Я проконсультировался по этому поводу, оказывается, это не так. Возможно, какие-то ракеты и поступят через 9 месяцев в Украину, но вот та ракета, называется она М-26, которая в основе, то есть эта ракета или эта система состоит из ракеты М-26 и затем из боеголовки GBU-39. Так вот, ракеты, они уже в Украине. Что касается боеголовок, я вам скажу так, это хорошо, что в последнее время Запад начал поставлять Украине оружие. Некоторые не объявляют, а некоторые, это хорошо, просто не объявляются, потому что, имею в виду, что мы стоим накануне важных битв. Многие говорят, что это будут тяжелые, кровопролитные битвы. Это говорят эксперты, военные в Соединенных Штатах. Так вот, обязательно должен быть стратегический обман. Что-то должно быть для врага совершенно неожиданным. Ну и, видимо, враг кое-что пронюхал, готовится к худшему, не случайно на крышах домов некоторых в Москве появились зенитные установки. На площадях появились С-300, С-400. Главным вопросом тех, баталий, которые предстоит нам всем увидеть и пережить, вопрос о том, куда дальше пойдет война, потому что вот этот вопрос, он решает все. Второй важнейший вопрос – это будет ли освобождаться Крым или будут освобождаться сначала другие территории. Будут ли наноситься удары по территории Российской Федерации. Вот на все эти вопросы, я думаю, мы с вами ответим, обратившись к мнению двух уважаемых людей. И начнем, пожалуй, с директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Пару дней назад здесь, в Джорджтаунском университете, ему вручили очередную премию. Человек заслуженный, умнейший человек, карьерный дипломат, теперь директор ЦРУ, аналитик. И он там, выступил с небольшой речью, отвечал на вопросы. И вот сейчас я вам познакомлю, что он сказал в той части, которая касается нас и предстоящих событий. Итак, его слова. Я думаю, что следующие 6 месяцев – и это оценка ЦРУ, не просто его личное мнение. Они будут критические. Путин сделал ставку на то, что он заставит время работать на него. То есть он считает, что можно продлить эту войну на износ. И первая, кажется, жертва этой войны – Украина. Он делает ставку на то, что сможет прижать украинцев, говорит Бёрнс. Надеется, что в Европе настанет политическая усталость. Он считал, что у американцев, это говорит американец Бёрнс, есть синдром дефицита внимания. То есть американцы, они долго над одной проблемой не могут сфокусироваться, часто начинают, вскоре бросают. Он надеется, что так это случится с поддержкой Украины. И что американцы займутся какой-то другой проблемой. Кстати, российская разведка очень активно работает над созданием негодных проблем для этого. Но вывод директора ЦРУ. Я думаю, что этот российский расчет так же глубоко ошибочен, как и его первоначальное решение вступить в войну 24 февраля прошлого года. Теперь очень важно, потому что вот гуляет... Буквально вчера я прочитал опять со ссылкой на какую-то швейцарскую газету басни о том, что американцы втайне предлагают Путину 20% украинской территории в обмен на переговоры. Это какая-то собачья чушь. Вы должны понять, что, вернее, усвоить как аксиому, что американский чиновник, просто по природе, не то что по природе, система ему не позволяет проводить какие-то переговоры кулуарные с Путиным о украинской территории. Но если это стало известно, его бы выгнал бы президент Байден, да любой другой президент США тут же, потому что это против совершенно всей системы. Не могут американцы торговать чужой
страной, территорией европейской страны, в которую они вложили уже столько денег, собрали целую коалицию, а теперь за спиной оркам продавать эту страну. Но это только гопники могут делать. Тут у американцев, конечно, есть масса недостатков, но они не гопники. А вот директор говорит: мы не считаем, что Путин серьезно настроен на переговоры. Несмотря на то, что вы иногда об этом слышите, что настроен. Ключ будет на поле боя в течение 6 месяцев ближайших. И дальше, значит, он считает, что это будет удар по Путину, в результате которого он поймет, вернее, должен понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине и захватить новые территории, но и с каждым месяцем, с каждой неделей у него будет оставаться все меньше шансов потерять те территории, которые он временно оккупировал. Это будет период абсолютно решающим. Директор Бернс нисколько не сомневается в решимости Украины, и, как ясно дал понять президент Байден, мы собираемся оказать всю возможную поддержку Украине. То есть Соединенные Штаты и союзники сделали твердую ставку на победу Украины. Что это за победа? Это другой вопрос. Мы пойдем дальше его обсудим. В этой связи, опять же, в украинском и в российском информационном пространствах недавно появились комментарии по поводу документа Rand Corporation, из которого следует, что шансов, то, что Украина добьется вот сейчас каких-то там впечатляющих побед над Россией, не столько много, а шансы на то, что будет освобожден Крым, вообще никаких, поэтому надо двигаться к переговорам. Я вам что скажу, вот один из авторов этого документа, я давно за ним слежу, это человек, который, он традиционно настроен на том, что с Россией надо как-то дружить. Вот вы знаете, есть такая точка зрения, в свое время приписывалась помощнику Байдена по нацбезопасности Салливана. И вот он, этот документ его, и отражал эту точку зрения. Я вам скажу так, что этот аналитик, во-первых, там много аналитиков, и пишутся в этой корпорации доклады на всякий случай жизни, на каждую ситуацию, потому что должны быть представлены разные мнения. Там, где есть разные мнения, там можно найти истину. А там, где есть одно мнение, это все, это провал. Вот как у Путина 24 февраля было одно мнение, и чем это закончилось. Так вот, по моим оценкам, насколько я его читал его немало, он специалист о таких общих вопросах. Он никак не специалист по военным вопросам, и реально военную составляющую проблемы он не такой специалист, как другие, которые есть в Rand Corporation. И второе, он совершенно там в этом документе не учитывается еще экономическая составляющая, которая играет важнейшую роль, это второй фронт. Как вы знаете, мы все знаем, мы это обсуждаем. Странно, что Rand Corporation это не учитывает. Там есть другие аналитики, на которых я больше обращаю внимание, верю, потому что у этих аналитиков у них десятилетия работы в Пентагоне, в разведуправлении, в РУМО, разведуправление Пентагона, именно по России, и они знают, буквально с окопов и дальше, как обстоят дела в российских вооруженных силах. Так вот, значит, по их мнению, ситуация далеко не в пользу России сейчас, накануне этих событий. Почему? Прежде всего, командование. Считается, что Герасимов – это не тот человек, который может привести к победе. Почему? Потому что это человек советской школы, которая основана на том, на чем вот они воюют сейчас, 24 февраля. То есть для того, чтобы в окопе выстрелить, надо ждать, пока сверху начальник генерального штаба даст указания. Я утрирую, конечно, примерно такая дубовая, старая советская система. Кроме того, в отличие от Суровикина, который, там считается, кстати, в Rand Corporation, он более эффективный, чем Герасимов, как командующий, и который исходит при принятии решений из реальной ситуации на поле боя и может это доложить Путину. Но выбрали царедворца, Герасимова,
который «чего изволите». Это тот же самый Герасимов, который «чего изволите» и сказал Путину, что мы победим 24 числа февраля. Чем это закончится, все известно. То есть назначили опять царедворца, который будет выполнять указания начальника, которые будут отражать хотелки этого начальника, а не ситуацию на поле боя. Ну и состояние войск. Считается, что эти мобики, а их так и называют здесь тоже, мобики, несмотря на то, что их готовили несколько недель, они будут хуже, чем те солдаты, которые вторглись в Украину 24 февраля. Ну и плюс техника. Техника из складов, старая. Поперли уже гаубицы 43-го года, танки Т-34 полным ходом, марш-броском из Лаоса спешат на помощь Путину на поля Украины. Ну и все такое прочее. Видимо, и проблемы с Ираном возникли, с поставками чего-то не было. Короче говоря, считается, что даже та же первая танковая армия, элементы, которые появились уже в восточной, на Донбассе, это не та первая танковая армия, которая вторглась и которая потом была разбита в пух и прах легкими бронечастями, и даже не бронечастями, а легкими автомобилями «Хамви» в управлении ВСУ. Короче говоря, это не говорит о том, что надо кидать, забрасывать этими шапками, но ситуация не так страшна, как это хотела бы показать российская пропаганда. Кстати, я заметил, иногда же захожу, вы знаете, в палату 6-ю, замериваю там температуру, что там происходит. Там какое-то такое мрачное настроение. Пытаются они друг друга прибодрить, но тоску и боязнь предстоящих событий им уже становится скрыть все сложнее. Вот накануне каких событий мы с вами находимся. В этой связи мое внимание привлекло интервью Роберта Гейтса. Человек, который на государственной службе находился с 1966 года по 1993, когда к власти пришел Билл Клинтон. Значит, начал он в 1966 году в ЦРУ аналитиком. Затем он был во всех последующих республиканских администрациях. Он был при Рейгане замдиректора ЦРУ, и его назначали после смерти Билла Кейси. Хотели назначить директором ЦРУ, но там разразился с ЦРУ скандал, и он сам отказался от этой должности, но был замдиректором ЦРУ. Затем он был уже в администрации Буша-старшего директором ЦРУ, а в администрации Буша-младшего он был министром обороны. Это один из самых умнейших людей в этой стране. И я вам когда-то о нем рассказывал и его цитировал. Я его читаю, как говорится, с карандашом в руках, и потом пытаюсь осмыслить, что происходит и что, возможно, произойдет в будущем. Говорит он кратко, но это сгусток, в общем-то, мысли. И вот я вам сейчас... Вот это большое было интервью другому уважаемому человеку, Дэвиду Игнатиусу. Но я его сократил до минимума. И сейчас мы с вами посмотрим, что мы ожидаем, да, чтобы разобраться в этом море противоречивых комментариев и информации, которая зачастую вбрасывается оттуда, из Москвы, для того, чтобы посеять непонимание, сомнение и смуту. Итак, вот она, центральная фраза. Для того, чтобы избежать конфронтацию с Россией в будущем, нужно помочь Украине дать отпор захватчику сейчас. И это нужно делать срочно, пока не стало слишком поздно. Вот она основная мысль, которая напрочь перечеркивает все там инсинуации о том, что Запад, Америка хотят слить Украину или бороться там до последнего украинского солдата и прочую чушь. О чем идет речь? В качестве в отношении поставок вооружения. Он считает, что администрация, то, что до сих пор она поставляла, в принципе, она все делала правильно. То есть это говорит республиканец, в принципе, в отношении
администрации демократов. Здесь есть какое-то своего рода ограничение, то есть в его похвале, что ли. То есть он бы хотел бы, чтобы это было быстрее и больше, а не растягивалось так, как она растягивается. Но, с другой стороны, он понимает причину этому, а причина этому, как бы тоже с вами неоднократно обсуждали, это опасения по поводу возможного применения каких-то там страшных видов вооружения массовых свихнувшимся обитателям Кремля, и поэтому приходится переходить с камушка на камушек. Так вот, значит, по его мнению, сейчас то, что вот пакет помощи выделен, это то, что необходимо для успеха Украины в предстоящих боях, но считает, что во многих случаях нужно поторопиться, потому что сейчас работает 2 часов. Одни часы это тикают у Путина, и ситуация у него очень сложная, потому что, ну, как я только что вам сказал, по оценкам американцев, у него не очень хорошая ситуация и с техникой, и с живой силой, с их подготовками. А с другой стороны, вот сейчас пошла вот эта объявленная, эта массированная помощь, которая может изменить все. То есть ему бы хорошо бы, и он буквально месяц назад, да что там месяц назад, 3 недели назад, как оценивали Путина, что он пойдет в долгую, будет затягивать этот конфликт, надеясь, что он пересидит, переживет и Украину, и Запад в этом долгом противостоянии. Но теперь американцы, натовцы объявили срочный пакет помощи, ему нужно торопиться и наносить вроде удар на опережение. Кстати, вот по оценкам уважаемых мною аналитиков Rand Corporation, они считают, что Путин может двинуться вперед где-то в начале весны, то есть где-то март месяц, но не февраль. Так вот, значит, Билл Гейтс говорит, что все нормально, все хорошо, но только нужно перебрасывать уже по воздуху. Но сейчас Брэдли идут по морю, вернее, они уже должна первая партия в количестве 50 машин, она должна была уже прибыть в соответствующие порты, за ней следует следующая партия. А вот что касается по воздуху, так это, в принципе, уже пошло. И ракеты, и снаряды, и все остальное. Ему задают вопрос, реалистично ли думать, что Украина вернет себе всю свою территорию в этом году? Реально ли думать, что они смогут взять Крым или вернуть весь Донбасс? И вот вам ответ. Я думаю, что если Запад и был последовательным в течение последнего года, особенно в первом месяце с начала войны, так это постоянная недооценка того, чего украинцы могут достичь и что могут вынести, достичь на поле боя. Они в течение 8 лет, с 14 по 22 год, проходили обучение под руководством НАТО, Соединенными Штатами. Таким образом, теперь у вас, то есть в Украине, есть армия, которая долгое время была, по сути, советской армией, а теперь это, по сути, армия НАТО. И это дает им стратегическую и тактическую гибкость, которых у русских просто нет. Поэтому, значит, он считает, что, по сути дела, в предстоящих битвах ВСУ могут добиться больших успехов, чем на этом рассчитывают сейчас многие аналитики, эксперты военные на Западе. И это, видимо, правильно. Вопрос Игнатиусу. Так может ли Украина вернуть Крым, в который русские вторглись в 2014 году? Вот генерал Милли публично сказал, что считает это нереальным. Ну, генерал Милли не сказал нереальным. Он сказал, я не говорю, что этого не может быть. Я не говорю, что этого не будет. Он просто сказал, что это будет трудно достичь. Но трудно достичь и нереально – это разные вещи все-таки. Так вот, Гейтс говорит вот о чем. Все зависит от того, как будут проходить сражения. Я думаю, прежде всего, что если украинцы вернут все или большую часть территорий, которые русские захватили в Восточной Украине, на Донбассе, то они смогут вернуть и Крым. То есть, по его мнению, сначала целесообразно, и, видимо, может быть, так это и начнется. Сначала пойдет битва за Донбасс или на юг Украины.
Но я тут добавлю некоторые другие соображения. То есть я с вами говорю открыто, откровенно, исходя из того, что мои зрители наверняка хотят слышать правдивую картину. Она не страшная, не плохая, не пугайтесь сразу, она нормальная. Просто нужно учитывать ситуацию, нюансы, то есть не все белое и черное. Так вот, нюансы состоят вот в чем, и в этом это вам много объяснит. И объяснит, почему, допустим, до сих пор нет атакамс. Американцы боятся, что определенные виды оружия, допустим, атакамс, могут быть запущены, если их передать туда, поставить в ВСУ, могут быть применены для удара по российской территории. А это эскалация. Несмотря на то, что директор ЦРУ говорит, что Путин, он рационален, и он рационально принимает решения, что очень хорошо. Потому что, по его же словам, 24 февраля он был в таком состоянии, что он принимал нерациональное решение. То есть долгая изоляция после ковида, общение с узким кругом людей, среди которых был Пригожин, стабильно, постоянно. И вот привела к идиотскому решению. Но сейчас, это хорошая новость, ЦРУ говорит, что он рациональный. То есть человек осознает опасность. Блестяще. Так вот, тем не менее, есть опасения, оно никуда не ушло, хотя опасения по поводу применения тактического оружия России, оно, если не ноль, то где-то там вот, достаточно низко. И тем не менее, то есть это такой вопрос, который надо тут играть буквально уверенно, а не предполагать, может да, может нет, 50 на 50. Так вот, есть вот такое опасение. И, видимо, влиятельные люди в Пентагоне, они считают, что надо посмотреть, как там пойдут дела. Опять-таки, перейти еще на один камушек, а с него еще на какой-то камушек там и так далее. Вот, поэтому вопрос этот будет решаться с Крымом. Считается, что это красная линия. Вот что говорит, допустим, Гейтс по этому поводу. Мы видели по поводу красной линии, а Крым – это красная линия. Так вот, мы видели, что Путин отступает от одной красной черты за другую. Но дело в том, что Крым – это военно-морская база. Для Путина это действительно толстая, жирная красная линия. И это будет исключительно трудная линия. Это по сравнению с Донбассом. Это другая, более сложная проблема. Крым критически важен для Путина в немалой степени из его стратегического значения, как российской военно-морской базы в Крыму. И для сохранения этой военно-морской базы он может пойти на многое, если эта красная черта будет пресечена. Поэтому этот вопрос решаем, но этот вопрос сложен, и к его решению нужно подходить постепенно. Нужно создать новую нормальность, добиться успехов не единым ударом, а как в течение какого-то времени, там недели, что ли, наступления успехов во время оккупированных территорий на материковой части Украины, а потом переходить к Крыму. В этой связи Игнатиус у него спрашивает, как насчет самолетов F-16? Наболевший вопрос. Гейтс отвечает, во-первых, русские до сих пор не смогли установить превосходство в воздухе над Украиной или даже над полем боя в Восточной Украине. И это вызывает вопрос, насколько важны вообще тогда самолеты в ходе предстоящей битвы. Американцы давно уже обратили внимание, что Россия практически не применяет свою авиацию, то есть они применяют авиацию дальнобойную, это, стратегическую, они стреляют стратегическими ракетами, но их-то все равно F-16 не собьешь, F-16 это на поле боя. И что они там будут делать? Против кого они будут сражаться там? То есть это ход мысли бывшего министра обороны и директора ЦРУ. Против дронов, что ли? Но против дронов есть другие системы. То есть ход его мысли в том, что в предстоящей битве F-16 без них можно легко обойтись. Тем более, что до предстоящей битвы подготовить соответствующие экипажи украинских летчиков, которые могли бы мастерски
владеть этими самолетами, не просто научиться взлетать и садиться, а мастерски овладеть для того, чтобы вести воздушные бои, вряд ли удастся. Но вместо этого в этом же пакете поставляются другие системы. Это наземные системы противовоздушной обороны, это ловцы дронов, это другие дроны. То есть он считает, что с тем, что вот сейчас уже есть у Украины и еще будет поставлено, с этим вооружением вполне можно закрыть небо над поле боя без F-16. И вот он говорит, я думаю, что те значительные средства ПВО, которые были уже поставлены в Украине, и исключительный успех ВСУ в сбивании воздушных целей Российской Федерации, включая ракеты, беспилотники, я думаю, что это делает необходимость, срочную необходимость F-16 спорной. Вот что надо, по его мнению, это бронетехника, в том числе и тяжелые танки. Но вот в целом по поводу F-16, то есть до этого он говорил о необходимости или целесообразности поставки вот сейчас, к предстоящей битве. Но в принципе перед администрацией Байдена сейчас возникает вопрос. То есть некоторые страны Европы уже сказали в принципе, что они готовы поставить. Франция вроде не против, Нидерланды вроде не против, да, Польша об этом говорила. Ну и вот вопрос перед администрацией Байдена. Дать ли добро на поставки стран Европы F-16 Украине? На это у Гейтса ответа нет. Но он думает, что Соединенные Штаты дали ясно понять, Байден дал ясно понять, что США в обозримом будущем F-16 вроде поставлять не собираются. Это вроде в обозримом будущем. В то же время, по другим источникам, которые я читал, американским источникам, в военном сообществе и в разведывательном сообществе Соединенных Штатов усиливается когорта людей, чиновников высокого ранга, которые выступают за то, что F-16 нужно поставлять. И не обязательно это делать вот к предстоящей битве, то есть ее можно выиграть и без F-16 сейчас, но в принципе потом это нужно решать и это нужно поставлять. Вот, кстати, я вам называл в самом начале этого видео стаффера или сотрудника Конгресса, который давал 99,7 по поводу того, что атакамс будут поставлены в течение месяца-двух. Так он говорит, что F-16 тоже будут. Может, чуть-чуть попозже, но тоже будут в этом году, в первой половине этого года. Итак, подводит итог Гейтс. Я думаю, что с точки зрения военной необходимости самое важное, что нужно получить для Украины, это броня как можно скорее.